Итак, рубрика экскременты. Значит, собрал лазерную зачистку проводов. Но она не столько зачистки, сколько делает насечки лазером. Вот мне сейчас надо спаять вот эти разъемы. Их там 8 штук, по 4 провода на каждый. Соответственно, 4 цвета, да, там зеленый, оранжевый, синий, коричневый я выбрал. Вот, то есть мне надо для начала вставить провод. Тут такой механизм подачи от древних принтеров. Это, можно сказать, не первая, конечно, версия, но уже и не последняя, да, уже и не последняя. Вот, есть тут нарекания по работе. Сейчас, например, стоит цанга. Она не очень подходит для этого диаметра провода внешнего его сечения. Чуть она маловато. Вот. Но, в принципе, она как таковая работает. То есть мне надо провод, отрезок длиной 70 миллиметров. С одной стороны, чтобы было 3 миллиметра, а с другой стороны, чтобы было 2 миллиметра. То есть я это буду один конец обжимать в разъем, другой конец паять к разъему. Вот. Это будут подключаться шаговые моторы. Вот. Но сейчас у меня в прошивке уже, представьте, выбрано 70 миллиметров. То есть я здесь на экране могу выбрать, не знаю, видно там, не видно. Значит, стоит у меня 70 миллиметров, количество 2, то есть я переключаюсь, выбираю, допустим, 9 штук, один в запасе, потому что я рукожоп. Вот. В следующем меню мы можем выбрать первая зачистка, и вторая зачистка, да, я нажал стрип, то есть 2 миллиметра, 3 миллиметра. Вот. Здесь также есть калибровка лазера. Ой, зачем я натыкал? В другом меню, если мы зажмем вот эту кнопку, здесь сейчас стоит 60%, от которых он начинает тест, и каждый миллиметр будет повышать на 10%. То есть можно начать от 0 до 10, то есть мы вставляем провод, каждый миллиметр он будет повышать на 10% мощность. Смотрим, на какой мощности у него наиболее хороший рез. Вот. То есть, у меня сейчас стоит 60%, с этим проводом он как бы справляется. Да? Вот. Выйти из этого меню просто одним нажатием. И чтобы запустить нам нарезку, нужно удерживать верхнюю кнопку там 2, по-моему, секунды. Неважно. Сейчас не знаю, как пойдет процесс. Вот. Провод такой достаточно толстый, да, для электроники, но 5 как бы уже прилично. Вот. Того я проверяю 9 штук, 70 миллиметров. 2 и 3 миллиметра у меня зачистка. И запускаем. Оно будет вонять, конечно, с этим прибором. Не надо работать в помещении, закрытым, да, то есть хорошая вентиляция, какая-то вытяжка должна быть. У меня есть вытяжной шкаф, это будет, скорее всего, работаться там. Вот. И единственный минус вообще этой задумки, это то, что это работает с одним проводом. Вот. Если нам нужно много цветов или разных сечений, тогда не очень удобно. Но если один провод, допустим, нам надо 100 отрезков, да, допустим, синий провод, здесь оно зачищено, не знаю, есть у меня какой-нибудь пинцет, тут кривой пинцет есть. Вот. И здесь уже вот эти куски, они снимаются зачищенные. Там в каком-то месте он прям не сильно до конца дорезает, но это все настраивается, да. Вот, то есть снимается без проблем. Это на самом деле снимается и ногтем, вот, руками. Мне все это просто неудобно в камеру делать, да, с пинцетом это нагляднее. Вот. То есть мы можем, в принципе, эту штуку модернизировать, сделать лазерную голову подвижной, поставить эти механизмы подачи и цанги вращения, сколько-то штук, да, и пусть голова между ними ездит, пока провод подается. Вот.
Вот. Сейчас и скорость небольшая, можно больше поднять. То есть это вот вчера буквально первый запуск. То есть да, уже были эксперименты, все это работало, но сейчас это приводится в какой-то удобоваримый вид. Вот. Это все по ходу дела можно допиливать. И сейчас работает от 12 вольт от блока питания, обычного 220, да, но можно поставить триггер Power Delivery на 12 вольт, да, и питать от любого, ну, от любой телефонной зарядки, да. Ну что, запущу. Я, наверное, здесь буду тянуть провод по чуть-чуть. Почему? Потому что, говорю, цанга не очень подходит. Чисто для наглядности. Я неправильно делаю. Стоп. Что сделал неправильно? Я провод-то вставил, а цангу не затянул. Поэтому подача происходит, а вращение не происходило. Что делаем? Ну, я включил, да, кнопки сброса нету, тоже надо сделать кнопку сброса. И обязательно в прошивку вот надо добавить, чтобы цанга при первом, при запуске затягивалась обязательно. Сейчас я найду, где он тут начинал у меня. Ага, вижу. В принципе, можно попасть в те же самые дырочки, потому что здесь лазер светится на 1%. Вот так это выглядит, да, здесь цанга. Если я 3 раза нажму, она затянется. Если 2 раза нажму на кнопку, она раскрутится. Вот. Мы должны зажать провод. Вот он зажался, зажимается нижним мотором. Вот, ну и просто посмотрю. Ну да, вот я сейчас попал как раз в точку, где он начинал, в ту же, да. Здесь стоят вентиляторы, которые отводят продукты горения. Здесь сделан конус специально, чтобы можно было просто попадать проводом в дырочку. Здесь магниты в ответной части, здесь разъем такой же у него ответный стоит там. То есть оно ставится вообще как бы просто, оно туда само залетает. Так вот, сейчас провод провернулся, цанга затянута. Еще раз, да, такое я выставлю количество. Всякие остальные настройки у меня стоят уже по умолчанию. Запускаем. Вот. Сразу пошло куча дыма. Вот. И так оно будет. Провода у меня мало, не хочется сейчас как бы его портить. Я не уверен, что просто цанга до конца опускает этот провод. То есть подать, что у мотора сил хватит, а вот пропихнуть цангу не факт. То есть он внутри просто сложится. Там в принципе трубка, но решается просто покупается другая цанга, они у меня есть. Вот, но там уже следующая слишком большая. Надо купить еще один набор, и одну цангу просто нужно рассверлить. Вот. Ну, естественно, на проводе могут быть всякие там завихрушечки, вот, что тоже не очень хорошо. По-хорошему надо брать с катушкой. Вот, оно у нас как бы закончило. Здесь нам нужно отрезать. Тут горит точка лазера. Вот. Мы ее отрезали. Точнее, отрезали провод. Вот. Ну и сейчас цанга затянута, да, я нажимаю 2 раза, оно опускается и спокойно вытаскиваю провод. Как бы, все, можем пихать следующий, да, если нам это зачем-то нужно. Ну, вот он вылез. Ну, допустим, вот так, да, сейчас я 3 раза нажму, цанга затянется. Вот так сделаем. Вот она затянулась. И вот если сейчас 3 раза нажму, она провернется, да, потому что зажата. Ну вот. Отпустим. Вытащим провод. Коричневый, зеленый у меня уже тоже вчерашние эксперименты. Вот. Ну и что забавно, как бы, да, за счет того, что подающих роликов провод у нас
выпрямляется. Вот так был достаточно прямой. Короче, такая штуковина. В общем, можно ее подключить, наверное, к вытяжке, да, сделать какой-то патрубок. Вот. Может быть, как-то по-другому расположить кнопки, потому что сейчас его действительно приходится крутить в руках. Вот. Ну, не надо на нем, наверное, нарезать там 1-2 кусочка, да, это как бы больше для там сотни. Но вот стоял я как-то какой-то прибор, там было куча проводов по 70 тоже миллиметров, под 2 сотни, что ли, зачисток. Вот. Условно там один цвет, да, и вот там бы это, допустим, пригодилось, потому что вот так сидеть зачищать, да, это недолго, можно включить фильм, вот, и под это дело, ну, мне уже, честно, задолбало, вот, поэтому решил попробовать сделать такую штуку. В принципе, оно рабочее, пованивает, вытяжка есть, ну, окей, на рабочем месте должна быть вытяжка. Для дома, наверное, не очень, вот. Может быть, кому-то это где-то может на работе пригодиться. Если провода, например, стоят в катушках, спокойно, да, расширяем вот эти вот штуки с цангами и делаем подвижную голову, в принципе, оно все поехало. Штука явно рабочая, можно ее переделать под свои задачи.